Всем здравствуйте! С вами психолог Сергей Присяжный. Я продолжаю серию видео на тему, какие роли мы реализуем, выполняем в отношениях. По поводу мужских и женских ролей уже много снято роликов и видео у меня, у моих коллег, но в наших отношениях есть еще роли, как вы помните, которые могут быть сначала невидимы. Я уже говорил о том, что любые отношения возникают на удовлетворение взаимопотребностей. А эти удовлетворения строятся по определенным паттернам, на определенных ролях, которые мы выполняем по отношению друг к другу. И очень важно их осознавать, чтобы понять, те ли это роли, которые я хочу выполнять в отношениях, правильно ли я их выполняю, не получается ли то, что я на другого перекладываю то, что я должен давать себе сам. Это мои роли, которые я должен научиться делать. И согласен ли я, если эти роли мне предлагает их выполнять, насколько эти роли улучшают, а не ухудшают отношения. И в этом ролике я уже рассказывал в предыдущих о двух группах этих ролей. Я рассказывал о детской группе и психотерапевтической группе ролей. В этот раз я скажу о деловой группе. Тех ролей, которые называют деловую группу. Тоже очень интересная роль. Но перед тем, как я начну, я хочу вам напомнить то, что вы можете получить любой мой курс бесплатно, если примете участие в розыгрыше. А именно, во-первых, вы должны быть подписаны на мой видеоканал, или надо подписаться. Второе, кликни колокольчик над этим роликом. Третье, поставить лайк под этим роликом. И четвертое, оставить любой комментарий под этим роликом, именно под этим роликом, любой комментарий. И все. Уже следующему новому ролику можете узнать, что вы стали тем счастливчиком, который может выбрать мой любой курс бесплатно. Поверьте, у меня много очень интересных и недешевых курсов. Помните об этом. И поехали. Итак, в этой деловой группе можно выделить 3 таких очень интересных роли. И первая роль, она называется сотрудник или партнер. Что такое сотрудник? Это когда ты мне, а я тебе. То есть тогда, когда мы прилагаем совместные усилия, это становится больше, чем если бы делал каждый сам по себе. Например, мы учимся в институте, где надо писать лекции. Мы оба их пишем. И если я попросил лекцию, ты мне дашь свои списать. А если ты попросил, я тебе дам списать. Если мы это делаем, по-честному, хорошо, не манипулируя, то мы будем дружить. Или на фирме. У нас сложились, в принципе, нормальные взаимоотношения, а премии дают тогда, когда мы даем общий результат. И тогда мы будем работать на этот результат. И мы тоже будем дружить. Это тогда, когда, то есть, как я сказал, это отношения, где ты мне и тебе. То есть они становятся взаимовыгодными отношениями в хорошем смысле этого слова. Ты мне денег занял сейчас, а я тебе помогу потом. У меня какое-то затруднение, а ты мне подсказал. Тебе надо куда-то съездить, а я тебя подвез. Мы складываем определенный уровень таких отношений, взаимовыгодных отношений. Это тогда, когда у нас есть общие цели, где мы можем приложить усилия, общие интересы, общие ценности, где можем приложить усилия, получить гораздо больше, чем можем получить одни. Конечно, надо уметь складывать такие отношения, потому что, в принципе, чем больше у нас партнерских отношений, таких взаимовыгодных отношений, тем лучше мы удовлетворяем свои внутренние потребности, тем лучше мы окружаем себя. Естественно, что отношения мужчины и женщины тоже должны строиться по принципу партнерских отношений. Это тогда, когда мы в отношении 50 на 50, ты мужчина и женщина, но при этом каждый из нас выполняет свои роли. Удовлетворяет свои функции. Да? Помните, функция мужчины – это функция защиты,
которая должна даваться в 3 ипостасях. Он должен женщину физически защитить в любой ситуации. Он должен ее психологически поддержать. Он за нее в любой ситуации. Вот в этом отношении. Он ее социализирует, говорит, это моя женщина. И он ее дает ей финансовую защиту, то есть он ей стабильность и надежность, он ее обеспечивает. А женщина за это ему дает признание о том, что он нуждается в необходимости присутствия его мужской силы в своей жизни. Он получает это признание, за что чувствует мужчина. Она дает ему состояние. То есть она дает ему расслабленность, когда он приходит домой, она дает ему удовольствие, она дает ему благодарность, она дает ему доверие. То есть она дает ему уют, комфорт, она дает ему состояние энергетическое, где мужчина наполняет, чтобы завтра мог опять идти и валить своего мамонта. Поэтому есть разделение внутреннего и внешнего круга, где складывают свои потребности и свои роли. Поэтому закон эффективных отношений – это 50-50 на 100. То есть мы, мужчина и женщина, 50 на 50 как партнеры. Ну, я на 100% мужчина, у меня одни роли. А ты на 100% женщина, у тебя свои роли. По поводу, какие роли мы исполняем, какие потребности, у меня много уже роликов. Но часто происходит это нарушение как раз. Например, когда женщина заводит отношения, служебный роман, то есть отношения на работе с мужчиной, где они еще и партнеры. Вроде, ну да, партнеры, да еще чувство любви. А вот тут возникают проблемки. Часто во что это превращается, особенно для женщин? То, что в данном случае мужчина воспринимает ее с точки зрения того, что она для него выгодный партнер. То есть она эксперт, она, например, даже руководитель, который потом создает ему условия его карьерного роста. А он за это и возвращает себя как мужчина. Он дает любовь, он дает и секс, там, ласку, нежность, заботу и так далее. И вроде нормально сказать, ну так у них есть. Но вы понимаете, это не любовь, потому что это уже бартер. Этот мужчина не любит эту женщину. Он как бы расплачивается за то, что вот она хороший партнер. И когда, собственно, исчезает бизнес, то исчезают и отношения в один момент. Вдруг, оказывается, никакой любви там и не было. И то же самое возникает, когда заводят семейный бизнес. Вот вроде любят друг друга, извели семейный бизнес, где еще стали партнерами. А потом эти роли смешались, потому что когда они работают как партнеры, например, он начальник, он руководитель, она его там бухгалтер, то роли, и она одновременно, он муж и жена, то эти роли смешиваются. Очень опасно, потому что когда сейчас она что-то не так сделала, ей надо делать замечание, то, в принципе, начальник делает замечание подчиненным, а получается, что она воспринимает это замечание как от мужа, как жена. И потом вечером она устраивает ему скандал или не дает ему секса. Ах, так ты ко мне на работе отнесся, фиг сегодня моей лаской получишь. В результате идет перекос таких отношений, когда эти роли накладываются, становятся неэффективны, потому что их нельзя было смешивать. И очень часто к чему это в конце концов приводит? Что неудача в отношениях приводит к разрушению бизнеса, а неудача бизнеса к разрушению отношений. Что делать нельзя? Или еще пример тогда, когда нарушается функция мужчины и женщины, и тогда, когда отношения стоят по принципу 50 на 50. Помните часто, что такое партнер? Давай все делать. То есть, давай финансово все будем делать 50 на 50. Ты работаешь, я работаю, ты вносишь вклад в семейный бюджет, и я вношу. Да? Вот давай все делать как партнерские отношения. Но в чем проблема заключается? Ну, это невозможно, потому что помимо вот этих функций 50 на 50 как партнера, да, есть еще функции женщины. Очень много, да. И, как правило, вечером, когда приходит, то что женщина должна сделать? Она должна еще и ужин приготовить, и мужчин обслужить, и с ребенком уроки сделать, и постирать, и так далее. И часто что происходит с мужем? Он приходит, я устал, он поел, сел в телевизор или компьютер играет. То есть он как бы свою функцию мужчины выполнил, не понимая, что у женщины еще куча других функций. И даже если мужчина пытается помочь, он часто не может помочь, потому что это чисто женские функции. Происходит нарушение, в результате неудовлетворенность того, что происходит. То есть нарушается, вот как бы не удовлетворяются многие внутренние потребности по поводу... И женщина что? Она устает, ведь
С одной стороны, и мужчина пришел усталый, и что должно выполнить функцию женщины? Она должна наполнить его энергией, она должна его восстановить. А она сама с работы пришла усталая. Ей самой надо восстанавливать. Тогда кто? Поровну это невозможно, потому что это разные функции. И так каждый, получается, не восстановился, и каждый идет на работу, еще, а пойдя на работу невосстановленная меньше заработает, и значит, еще больше придут уставы и так далее. И получается замкнутый круг, который ведет к разрушению этих самых отношений, то есть неудовлетворенностями этими отношениями. Вот это момент, который тоже возникает очень важен, где каждый должен выполнять свои функции. Я не говорю о том, что женщины не должны работать, ни в коем случае. Женщина тоже должна себя самореализовывать, но есть паритетность. Мужчина, прежде всего, должен деньги зарабатывать. Для него будет важнее работа, чем семья. А женщина все же должна обеспечивать, то есть как бы создавать уют, комфорт семьи, то есть уметь гнездиться. И на первом месте у нее все же будет семья, то есть вот это как бы отношение, а потом уже работа. Чтобы это была паритетность, в противном случае вот нарушение этих ролей приводит к тому, что вот это уже не партнерство. Поэтому надо четко понимать, насколько мы партнеры для друг друга, и те ли роли в этом партнерстве мы исполняем. Это первая группа роли. Сотрудник, партнер. Мы партнеры с тобой или не партнеры. Вторая вот роль, такая очень важная, которая существует, называется аккумулятор. Ну, вы часто видели людей, рядом с которыми, типа, вот они аккумулируют энергию, и ты приходишь, они как-то сами питаются откуда-то этой энергией. Не знаю, от воздуха, они сами могут себя зарядить энергией. К ним подходишь и получаешь эту энергию. И после этого уходишь вот такой заряженный, позитивно заряженный. Естественно, что к такому человеку вас начинает тянуть как к энергетическому источнику. Вот я как бы считаю, что таким энергетическим источником были мои группы. Во всяком случае, многие мои и мои группы, которые я провожу, являются такими, когда люди приходят усталые на группы, да, разные группы. Но при этом, когда уходят, они заряженные. То есть там атмосфера, динамика, движуха и так далее, они заезжаются, встряхиваются. И в результате уходят за как бы вот такие заряженные этой энергии на целую неделю. И говорят, Сергей, мы целую неделю потом как бы вот как такие заводные моточки как бы движемся. А к концу недели опять нужно опять. Они говорят, Сергей, когда же опять группа, да? И вы скажете, о, присяжный подсадил. Да. На источник, на энергоисточник. Конечно, здорово, когда вот таким энергоисточником можете быть сами для себя. И прежде всего такой энергоисточник – это, конечно, в отношении мужчины и женщины кто? Женщина. Она источник энергии. То есть она дает энергию, она дает драйв, она дает эмоции, она дает тепло, уют, она дает удовольствие. Вот она дает благодарность. Вот это все энергия. И, естественно, она дает веру, это энергия, да? Вот веру в мужчину. Насколько ты веришь в мужчину, настолько он будет верить в себя и столько будет зарабатывать. Если хочешь, чтобы мужчина заработал миллион, надо поверить на него на миллион, надо дать энергию ему на миллион. И это все функции женщин. Но тогда откуда берет их женщина? Единственный источник – это она от себя самой. Поэтому женщина, во-первых, должна брать эту энергию изнутри, из своего внутреннего мира, да, ментальные источники. У меня поэтому есть целый курс, как подключить этот внутренний ментальный источник. И второе – это иметь свое поле Я, границу свое Я, где она заезжается этой энергией. Поэтому туда, куда мужчина лезть не должен, не завоевать пространство – это зона восстановления женщины. Это ее шопинги. Ведь часто женщина ходит не потому, что покупать, она примеривает, заезжает себя, нового себя примеривает. Это ее компании подружек, это ее девичники, это ее билдинги, это спортивные мероприятия, это концерты, это фестивали, это некие вечеринки. То есть это может быть разные формы, где оговорены некие правила, что можно, что нельзя, но которые являются для нее источником заражения энергии. И очень важно, чтобы мужчина всегда не вмешивался. Это зона, где женщина себя восстанавливает, чтобы потом прийти и дать мужчине эту энергию. Конечно, можно и мужчину в эти все сферы затягивать. Здорово, когда женщина... И у мужчины есть такие источники, как бы умение заряжать, подзаряжать себя, как бы вне только семьи, потому что часто у женщины она не сумела подсоединиться, и сейчас она просто пустышка. Да, и тогда мужчина сам может подсоединиться, у нее свои источники, да еще и женщина этой энергии дать. Здорово, когда они могут такими источниками, такими аккумуляторами делать друг друга. Тогда это очень полноценные энергетические отношения. Тогда, собственно, никогда чувства по отношению друг к другу просто-напросто не умрут. Это вот вторая очень важная роль того, какая должна быть в отношениях.
Еще сказал, что все же в большей степени таким аккумулятором, энергетическим аккумулятором должна быть женщина. Поэтому и у меня, у моих коллег очень большое внимание уделяется тому, как эту энергию в себе аккумулировать различными способами. Ну и третий вид, такой необычная роль, который я бы тоже обозначил, называется тренажер. То есть когда два участника по отношению друг к другу становятся тренажерами. Скажите, вам вообще нравится иногда так пободаться, побороться, попихаться, подстунить друг друга, да? Нет совершенно. Ну, тогда я хочу спросить, а вы вообще здоровы? Потому что здоровые щенки, они грызутся, здоровые дети, они пихаются. И потому что их энергия приводит некую, и потому что они тренируются. Ведь в этой борьбе, когда два щенка грызутся, они не грызутся, они тренируются, они повадки отрабатывают, они зубки оттачиваются для того, чтобы, когда надо будет бороться за жизнь, они способны уже сцепиться по-настоящему. А где этому научились? Играючи. Вот это играючи, это умение быть тренажерами по отношению к друг другу. Это как бы быть взгрелке. То есть, когда ты подстуниваешь меня, все время встряхиваешь я тебя, и вот так встряхивая друг другу, мы не даем как бы остановиться на месте. Мы не даем друг другу стагнироваться. Мы все время друг друга заставляем двигаться вперед. И тогда мы оба находимся в развитии. Когда мы умеем друг другу сказать, а не слабо, а тебе не слабо, а тебе не слабо, а тебе не слабо, а вот не слабо, а вот мне тоже не слабо, мне тоже. И так мы начинаем двигаться. Я видел семьи поначалу, которые, вот я не понимал, даже как психолог осуждал, когда они вот все время везде в компаниях друг друга всем подструнивают, подкалывают, подсмехиваются, подзадевают и так далее. Но задевает не больно. Вот, играючи, чуть-чуть. И тот также отвечает и так далее. Я иногда смотрел и говорю, блин, ты чего ж вы все время так вот друг друга так вот как бы немножко грызете? Чего вы так все время задеваете? Чего вы так друг друга вот задеваете? Вот о чем разговор. Но это же как бы конфликтогенно. А потом оказалось, что это позволяет выжить. И они увидели, как они преодолевали очень многие жизненные проблемы, потому что выбрали иммунитет. И когда у них возникали серьезные проблемы, то они могли серьезный конфликт превратить в вот такую игру, потому что они игру превращали, вот как бы учились в игре конфликтовать вот таким образом, задевать себя, да? Немножко насмехаться, где-то уколоть друг друга, где-то подструнить. И умели отвечать, умели так с возмещением игристо ответить, оставить свою позицию. А потом оказалось, это все очень хорошо приводило в жизнь. То есть они переболевали, как бы вносили вот небольшой вирус, как вакцину, и вырабатывали иммунитет. Почему? Вот таким серьезным уже вещам. И вот здорово, когда мы можем быть такими тренажерами по отношению друг к другу. Потому что прежде всего быть тренажером – это давать обратную связь. Это все время давать знать, какую реакцию вызывает партнер. Это все время указывать на то, где он может развиваться. Это все время показывать зону развития, ближайшую зону развития. И все время туда подталкивать в эту ближайшую зону развития. Здорово, когда мы способны быть вот такими тренажерами по отношению друг к другу. Ну вот эти еще три роли, вот, которые, опять же, оцените, есть ли они в ваших отношениях, важны ли для вас, и это, исполняются ли они, эти роли. То есть умение, первое, быть партнерами, сотрудниками, и нет ли здесь перегиба. Второе, уметь быть аккумуляторами. И кто в вашей семье в большей степени аккумулятор? Позволяете ли вы аккумулятору заезжаться в полной мере? Не лезьте вы его в зону вот аккумуляции. То есть в этом отношении, потому что должны быть источники вот этого, где можно набраться. Если не в семье уже нельзя за пределами, то есть должно быть оба своего «я». И третье, вот насколько мы можем быть тренажером друг друга, насколько мы даем адекватную обратную связь, умеем подструнивать, заставляя постоянно двигаться вперед. Вот они еще три важнейшие роли, которые очень значимы в отношениях. Если мы способны эти роли по отношению друг к другу выполнять, поверьте, тогда многие проблемы мы решим, и у нас будет все окей. Надеюсь, то, что я сказал, вам было интересно. Поэтому не забывайте о том, что вы можете получить любой мой курс бесплатно. Розыгрыш моих бесплатных курсов. Поверьте, очень интересно. Если вы заглянете на мой сайт, там их много-много интересного. Для этого надо принять в этом розыгрыше участие. А именно, во-первых, вы должны быть подписаны на мой видеоканал, или надо подписаться. Второе, кликни колокольчик над этим роликом.
Третье. Поставить лайк под этим роликом. И четвертое. Оставить любой комментарий под этим роликом. Именно под этим роликом. Любой комментарий. И все. И уже в следующий раз вы можете узнать, что вы стали тем счастливцем, кому предоставится возможность получить любой мой курс бесплатно. Помните об этом. И до встречи в новом видео.